Ну что же, покидаю славный город Дербент и направляюсь сейчас в сторону Чечни. В Дербенте я задержался, потому что делал видео про Сталинград. Ссылка будет вот здесь вот. Сегодня пасмурно. Дербент очень красивое место. Очень мне понравился дом, в котором я жил. Потрясающее место. Рядом вот за домом здесь находится море. По ночам оно шумит, приятно. Здесь вот у меня курочки бегают, как в деревне. Рекомендую это место. Тихо, спокойно. Я отдохнул, восстановился. И сейчас направляюсь в Чечню. Мне посоветовали поехать в Чечню через горы. Так что я сейчас потихонечку буду двигаться в сторону Махачкалы и, не доезжая ее, уйду налево. Сегодня проснулся я в 3 часа утра, перебрал систему мозга, перебрал все свое снаряжение, оптимизировал все. У меня появилось где-то порядка 30% свободного места. На улице сегодня хорошо, плюс 15. Единственное, пасмурно, но ветра нету, поэтому не холодно. Комфортная такая погода. Сделаю в ближайшее время обзор на камеру G. Конечно, качество оставляет желать лучшего. Постарался я... давайте, наверное, заправимся. Постарался я выжать из картинки все, что можно было из нее выжать. Кто не видел, рекомендую посмотреть видео про Сталинград. Оно очень интересное, очень насыщенное. Я там затрагиваю некоторые вопросы касаемо мотоцикла. Нужен он, не нужен. И, конечно же, я там рассказываю потрясающую историю создания вот этой великой скульптуры «Родина, мать зовет». Поэтому рекомендую посмотреть. «Родина, мать зовет». Это не просто скульптура. Это символ силы духа нации. Думаю, часа через 2 я доеду до Салахского каньона. Очень интересно мне посмотреть на этот каньон, который входит в 10 самых глубоких каньонов в мире. Да, слушайте, пейзажи, конечно, здесь просто бомбические. Мне очень понравились дагестанцы. Где-то около месяца я уже живу в Дагестане. Мне попадаются исключительно хорошие, добрые, интересные, умные люди. Очень веселые, очень эмоциональные. Мне очень нравится, как они рассказывают истории. Потрясающий народ, конечно. Как же мне нравится вся эта горная тематика. То есть такой свежий воздух чистый. Аж голова кружится. А давайте-ка я выпью кофе и поеду дальше.
100 километрах от Каспийского моря, в самом сердце Дагестана, там, где река Сулак проложила себе дорогу среди гор, раскинулся Сулакский каньон, грандиозный разлом длиной 53 километра. Максимальная глубина каньона достигает почти 2 километра и делает его одним из 3 самых глубоких в мире. Сулакский каньон на 63 метра глубже знаменитого Гранд-каньона. Здесь, где над головокружительной бездной парят величественные грифы, природа открывает любопытному взору бирюзовые фьорды, окаменевшие потоки и каскады водопадов. Сулакский каньон представляет собой одну из самых полных геологических колонн на планете и хранит уникальную историю Матери Земли. Сулакский каньон — это не просто разлом в земле. Это сакральное место, где природа демонстрирует свою необузданную энергию и одновременно хрупкую, почти уязвимую красоту. Ух, какое у нас тут туманище. Это, я так понимаю, и есть серпантины. Ну, я бы не сказал, что это выглядит как-то зловеще. Но, безусловно, помогает дорога, асфальт, даже мокрый. Видимость нулевая. В Дубках решил не останавливаться и сразу проследовать в Главрыбу. Мне посоветовали это кафе, ресторан. Говорят, там очень вкусная рыба. И по дороге нужно обязательно туда заехать и отобедать. До нее где-то километров 6, наверное. Да, природа здесь потрясающая, даже осенью. Этот ржавый цвет деревьев, красота. Какие они все рыжие, насыщенные, вперемешку с зелеными. Какие-то вот ягоды растут здесь. Река Сулак, а? Какая же она большая. Очень красиво. Не знаю, видно? Ну, да, видно, конечно, я думаю. Сейчас будет видно вот на спуске. Ой-ой-ой, вон там виды какие. Фантастика просто. Очень красиво. Очень. Просто невероятно, а. Вот эти горы. Этот туман. Справа река такая мощная течет. Кто бы что ни говорил, но Россия на всю вот эту красоту очень богата. Россия, конечно, очень богатая страна. Очень интересная локация. Сулакский каньон. Но я думаю, что, наверное, лучше, конечно, сюда ехать летом. Добрался я до так называемой Главрыбы. Это такой комплекс досуга. Здесь можно смотреть, как выращивают пары, отдохнуть. А я поехал дальше. Ну, а я дальше направляюсь в сторону Чечни. Мне осталось, наверное, километров 100. Сейчас нужно будет заехать, что-нибудь перекусить здесь, в деревне. И можно
спокойно двигаться дальше. Время сейчас, наверное, уже часа 2 дня. Плюс-минус. Думаю, к вечеру доберусь до Грозного. You're running me in circles. I can't figure you out. The feeling of your echoes, and it started with your mouth. Now paint my mind in figures. I still hear your call. I see you in the distance, and you're still standing tall. Put you up to my paranoia. You're my kind. Don't let me destroy you. Count to 10, and we lose the sun. Hold my breath, and I start to run. Ooh, it's just something about you. Ooh, I just can't figure out. Заехал я в город Хасавюрт. Сейчас пройду его насквозь и дальше по прямой в Грозный. Take it how you want to, there's nothing left to say. Try everything we had to, got no skin in the game. Sat in empty rooms, now the feeling ain't the same. Looks just like it used to, it has a different name. Slowly fading, cast away, disappearing, losing faith. Put you up to my paranoia. You're my kind, don't let me destroy you. Count to 10 and we lose the sun. Hold my breath and I start to run. С левой стороны, если посмотреть на горы, да, и с правой, можно увидеть огонечки красивые, и как гармонично они вписываются в ландшафт. У меня есть видео, где я пришел в Мармарец, вот здесь будет ссылочка, и там можно увидеть похожую картину. Здравствуйте. Можно, а что нельзя? Один ездишь? Да. Группы нет было? Ну, наверное, где-то группа есть, у меня нету. Я права только месяц назад получил. Я выезжал, снег лежал. Командировки, говорю, долго? Полгода? По полгода. Ясно, ладно. Интересная у ребят служба, конечно, но тем временем я заезжаю на территорию Чеченской Республики. Какая мечеть красивая. Так подсвечена. Очень красиво. Думаю, можно подвести небольшие итоги моего посещения Дагестана. То время, которое я в нем провел, я могу с уверенностью сказать, что Дагестан — это одно из самых безопасных мест. До Грозного 43, минеральные воды, пожалуйста, 340. А там, где минеральные воды, там у нас прекрасная гора Эльбрус. Ставь лайк, если ты поднимался на вершину горы Эльбрус. Ну и можешь рассказать,
Понравилось тебе, не понравилось. Слушайте, ну что я могу сказать? Это какая-то фантастика. До Грозного осталось 9 километров. Это, я так понимаю, какой-то пригород или, может быть, я не знаю, что это такое, но город называется Аргун. Если я правильно его называю. Так, тут надо ведь теперь понять. Ну, очень интересно, очень ярко так все.